Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на канале Power Device. Ко мне наконец-то доехал смартфон Realme 10, сейчас проведем его распаковку, а также краткий обзор, без всякой воды. А также ради интереса проведем некоторые сравнения со смартфоном Realme GT Neo 3. Приступаем к распаковке. В коробке по стандарту нас встречает конверт. В нем расположились инструкции, а также прозрачный силиконовый чехол. На ощупь он достаточно качественный и мягкий. Также обратите внимание, что он не совсем прозрачный. Такие чехлы призваны защищать смартфон от попадания прямых солнечных лучей. Дальше, соответственно, в коробке находится сам смартфон. Первое, что хочется отметить, это при попадании света на задней стенке явно виден некий градиент. Соответственно, его поверхность глянцевая, и она достаточно скользкая. Боковая рамка выполнена из пластика, и вот она уже матовая и не такая скользкая. И если держать смартфон привычным для нас способом, то он достаточно хорошо цепляется за пальцы, благодаря матовой нескользящей рамке. Задняя поверхность достаточно хорошо оставляет на себе отпечатки пальцев. Глядя на заднюю сторону Realme 10, отслеживается достаточно интересный минималистичный стиль. Стоит отметить, что данный стиль явно напоминает некоторые черты продукции Apple. Обратите внимание, насколько сильно выпирает блок с камерами. Если положить смартфон на стол, то он будет покачиваться. Посмотрим, сглаживает ли эту ситуацию комплектный чехол. Да, под этой кромкой чехла блок с камерами скрывается, и его свободно можно ложить на стол, не боясь, что камеры поцарапаются. При этом он перестает раскачиваться. В чехле смартфон Realme 10 выглядит вот таким образом. Realme 10 достаточно легкий смартфон, он весит всего 178 грамм. Если по весу его сравнивать с GT Neo 3, то тот весит 188 грамм, разница в 10 грамм. С правой стороны Realme 10 располагаются кнопка выключения и качелька громкости. Обращаю ваше внимание на то, что кнопки у него слегка притоплены в рамку, особенно это касается кнопки выключения. На том же Realme GT Neo 3 кнопка слегка выпирает. Также обратите внимание, что у Realme 10 все кнопки расположены с правой стороны, а у этого смартфона качелька громкости расположена слева. По мне, такое расположение, как у Realme 10, гораздо удобнее, чтобы использовать один палец. С левой стороны расположен лоток под сим-карты и карты памяти. Обратите внимание, что он смещен кверху, это необычно. Давайте откроем лоток. Очень туго открывается лоток, обратите на это внимание. Мы видим, что сюда можно установить две нано-сим-карты, а также есть отдельный слот для карты памяти. Уплотнительная резинка также присутствует. Снизу мы видим динамик, разъем под USB Type-C, микрофон и разъем под наушники 3,5. Сверху есть микрофон для шумоподавления. Прежде чем сделаем первое включение, давайте посмотрим, какой у него зарядник. Зарядка весьма внушительных размеров. Максимальная его мощность 33 Вт. По заявлению Realme, этот смартфон должен заряжаться на 50% за 28 минут. И последнее из комплекта — это кабель, как я уже упоминал, разъемом Type-C. Первое включение. Первое включение и настройка смартфона произошли. Обращаю внимание, что на моем смартфоне из коробки было заряжено 58%. Посмотрим качество дисплея и максимальную яркость. На GT Neo 3 также установлена максимальная яркость. Вживую я бы однозначно сказал, что Realme 10 не уступает по яркости GT Neo 3. Также в начале ролика забыл добавить, что на Realme 10 из коробки клеится защитная пленка. Посмотрим, какая система на нем установлена и есть ли какие-то обновления. Установленная система UI 3.0. а также версии Android 12.
Проверим обновление. Появилось доступное обновление на ту же UI 3.0 и 12 Android. В этой версии исправлена проблема, связанная с вероятностью появления черного экрана в некоторых сценариях. Пока обновляться не буду. По идее, Realme 10 также скоро должен получить 13 Android, который уже прилетел на мои остальные смартфоны. Это GT Neo 3 и 3T. Чтобы проверить бета-обновление на 13 Android, зайдите в эту вкладку «Бета-программа». Именно так первый раз я обновил свой GT Neo 3. После бета-версии, конечно, со временем прилетает полноценный 13 Android. Но отмечу, что я сравнивал бетку 13 Android и полноценную, разницы там практически никакой, так что можно смело обновлять. Realme 10 на своем борту имеет процессор Helio G99. В принципе, для бюджетного смартфона это достаточно неплохой процессор, 6-нанометровый. Опять же, если сравнить со смартфоном GT Neo 3, то здесь установлен Dimensity 8100, у которого 5 нанометров. Он более энергоэффективен. К слову говоря, батареи на этих двух смартфонах имеют одинаковую емкость – 5000 мАч. Друзья, если вы хотите полноценный обзор смартфона Realme 10, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Я обязательно сниму обзор, сделаю сравнение с другими смартфонами, проведу различные тесты камер и так далее. Будет интересно. Не знаю, передается ли это на камеру, но справа на Realme 10 видно небольшой DC-димминг. Идут полосы, если приглядеться. Слева на Realme GT Neo 3 такого нет. Посмотрим, можно ли это отключить. Заходим в лабораторию Realme. Кстати, на GT Neo 3 функции DC-димминга нет, а на Realme 10 она есть. Активируем ее. Насколько я вижу, на полной яркости эти полосы не прошли. Попробую отключить DC-димминг на малой яркости, потому как для этого он и предназначен. Теперь однозначно видно, что эта функция работает, но на малой яркости. А это минимальная яркость, выставленная на обоих смартфонах. Порог на GT Neo 3 гораздо ниже. Друзья, если вы первый раз смотрите мой канал, то на своем канале я снимаю не только обзоры и распаковки, а также различные фишки смартфонов Realme и Xiaomi. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы узнавать различные фишки по смартфонам Realme. Например, в одном из последних видео я показал, как установить полноценный магазин тем на смартфоны Realme, а также как установить платные темы абсолютно бесплатно. Сейчас обнаружил одну забавную вещь в качестве сборки на Realme 10. Смотрите, если на GT Neo 3 здесь все достаточно качественно, ничего не прогибается и не звучит. На Realme 10, если постукивать по задней крышке, не знаю, будет слышно вам это или нет. Вот в этой области камеры раздается такой звук, как будто там какие-то крошки в нем внутри. Это означает, что задняя стенка вот здесь имеет пустоты, и она достаточно тонкая. На Realme 10 зарегистрировал отпечаток пальца, давайте посмотрим, насколько быстро он срабатывает. Какой-то задержки я не вижу. Какие характеристики Realme 10 можно выделить? Конечно же, первое – это AMOLED-дисплей, который на нем установлен. У меня ни разу на обзорах не было смартфона Realme в бюджетном исполнении с AMOLED-дисплеем. И вот сейчас только я заметил, что когда заходите во всегда включенный дисплей, здесь нет вообще практически никаких настроек. Только возможность отображения даты, аккумулятора, либо уведомлений. Каких-то дополнительных анимаций здесь попросту нет. Если зайти в GT Neo 3 в этот же раздел, то посмотрите, сколько здесь функций и различных анимаций. Здесь уже назревает вопрос о том, как перекинуть эти анимации на Realme 10. Это будет одной из моих задач. Также обращаю ваше внимание, что моя версия Realme 10 создана специально для России. И как я понял, магазина тем здесь нет. Это будет второй моей задачей, чтобы его установить. Вернемся к нашему бюджетнику и к тем фишкам, которыми он выделяется. Еще одна фишка находится в экране яркость. Частота обновления экрана. Здесь можно выставлять высокую частоту, которая поддерживает 90 Гц. К примеру, в Realme GT Neo 3 поддерживается 120 Гц. Мне интересно сделать небольшое сравнение камер. Примечательно здесь то, что оба смартфона поддерживают максимальное разрешение на 50 мегапикселей. Но, конечно, датчики в их камерах совершенно разные.
Сразу что первое бросается в глаза, справа на Realme 10 фотография гораздо светлее, разная цветопередача. Конечно, это весело, но особой разницы в четкости фотографии я не вижу. И если посмотреть на задний фон, где надпись Realme, то видимо GT Neo 3 не сфокусировал этот фон. В целом надо проводить более четкое исследование и сравнение, но пока особой какой-то сильной разницы я не заметил. Вот здесь уже вырисовывается большой плюс этого бюджетника Realme 10. Опять же повторюсь, если вы хотите полноценный обзор этого смартфона, там же будет обзор и камеры, то пишите об этом комментарии. Отступлю немного от темы, многие у меня в комментариях спрашивают, как удалить на новых Realme вот такие серые приложения. Сперва нужно в них зайти, установить это приложение. Когда оно у вас установится, просто его удаляем. В целом, после первой распаковки могу сделать некоторые выводы. Первое, сборка этого смартфона достаточно неплохая, но очень большие вопросы вызывает задняя крышка. Второе, это от дисплея данного смартфона я ожидал более низкое качество. Он оказался неплох. Плюсом к этому дисплею является то, что в лаборатории Realme есть функция включения DC-димминга. Также стоит отметить интересный стиль данного девайса. Следующий плюс, который я бы отметил, это то, что Realme 10 из коробки имеет оболочку Realme UI 3.0 с возможностью обновления до 13-го Android и Realme UI 4.0. Но здесь, конечно, нужно будет подождать. Еще один несомненный плюс – это качество фото. В 50 мегапикселей я не заметил какой-то особой разницы по сравнению с GT Neo 3. Фото достаточно качественное. По отзывам в интернете я слышал один из минусов. Это запись его микрофона. Зайдем в диктофон, попробуем что-то записать. Сейчас звук пишется на Realme 10 на его собственный микрофон в приложении «Запись звука». Сейчас звук пишется на Realme 10 на его собственный микрофон в приложении «Запись звука». Абсолютно не увидел здесь ничего плохого, вполне нормальная запись для бюджетного смартфона. В общем, друзья, буду проводить различные тесты этого смартфона, его процессора, сигнала GPS, Wi-Fi и так далее. Сделаю обзор камеры сравнения, а также, если вам нужно, проведу обзор настроек и фишек этого смартфона. Опять же, пишите об этом в комментариях, если вам это интересно. На этой ноте буду завершать первичный обзор, желаю вам только правильных настроек и качественных девайсов. Всем пока!